Салаты. Время второй части моего большого сборника салатных заправок. Ссылку на первую часть я оставлю, конечно же, в описании. Если интересно, продолжайте смотреть. Все заправки для салатов из ролика готовятся без майонеза, но тут собраны как варианты с легкими вкусами, так и насыщенные, полные вкуса заправки. Все эти соусы можно использовать не только для салатов, а еще и для других блюд. Об этом я буду говорить в самом видео, и я уверена, что вы многократно расширите сферу применения моих рецептов под ваши предпочтения. В любое время года и по любому случаю, будь это ежедневная еда или праздничное застолье, эти заправки придутся кстати. Список ингредиентов находится в конце видео, а также в описании. А чтобы сохранить себе мою подборку, просто нажмите лайк. Также подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и вторая часть моей подборки салатных заправок будет не менее разнообразной, чем первая. Как и в первом видео, я буду проговаривать, как еще можно использовать эти соусы, эти заправки, помимо того, чтобы заправлять ими салаты. Эта заправка – разновидность классического соуса винегрет, и использовать его можно везде, где бы вы использовали классику. Но эта заправка обладает более ярким, свежим вкусом, поэтому отлично подойдет как для маринования, так и для подачи с уже готовыми блюдами из птицы или рыбы. Первым делом подготовьте главный ингредиент заправки – лимон. Натрите его цедру на мелкой терке, снимая только верхний, полный эфирный масел слой, не задевая белую часть под ним. Я использую терку с поверхностью типа знаменитых терок Microplane. Они очень аккуратно снимают цедру. После того, как добыта цедра, необходимо выжать сок из лимона. Мне лимон попался очень костлявый, поэтому я выжимаю сок в мисочку, установив сито, чтобы сразу же избавиться от косточек и не ловить их. Если вы захотите поиграть со вкусом этого соуса, используйте лайм, лимон наполовину с апельсином, к примеру, для салата с уткой или свининой. Получится очень ярко и интересно. Теперь дело за малым – все собрать и смешать. В банку отправьте 1 столовую ложку меда, 3 столовые ложки лимонного сока, 6 столовых ложек растительного масла. Можно поиграть также с маслом, использовать сыродавленное, так вы еще сильнее обогатите вкус соуса. Отправьте в банку 1 столовую ложку американской горчицы, она мягкая по вкусу и сладковатая. Теперь посолите, поперчите заправку, а также добавьте в нее по 1 чайной ложке орегано и сушеного чеснока. С сушеным чесноком его аромат будет мягким, нежным, фоновым, он не будет выпирать, как это было бы со свежим. Добавьте в банку ранее натертую лимонную цедру, закройте банку крышкой и энергично потрясите ее, чтобы все ингредиенты тщательно смешались. Это не будет классическая заправка «Цезарь», но общее настроение, родственные связи вы уловите. Эта заправка отлично подойдет для любых листовых салатов, так же как дип для овощей, как соус для бургеров, для шаурмы, а также для подачи с печеным или отварным картофелем, для заправки пасты и для подачи с какими-нибудь гриль-блюдами. Первым делом я делаю самую нелюбимую мной часть работы. Натираю 15 граммов пармезана или грана падано. Этот сыр плотный, и натирать его нужно аккуратно, используя мелкую терку. В емкости для смешивания у меня 70 граммов греческого йогурта. Можно использовать также нежирную сметану. Добавьте к йогурту 2 столовые ложки растительного масла, в идеале оливкового, 1 столовую ложку лимонного сока и натертый сыр. Посолите соус и приправьте перцем. Количество соли на свой вкус, но помните, что сыр тоже содержит соль. Добавьте в заправку по 1 чайной ложке смеси итальянских трав и сушеного чеснока, чтобы придать характерный средиземноморский вкус соусу. Тщательно перемешайте заправку до однородности. Эта заправка будет здорово работать везде, где работала бы и классика, но особенное внимание стоит уделить салатам, в которых есть какая-то сладкая фруктовая составляющая.
Например, мой салат с клубникой, ссылочку на который я оставлю в описании к этому видео. Сейчас по сезону можно его приготовить с виноградом, будет очень вкусно. Еще этот соус очень здорово подойдет для того, чтобы сбрызгивать брускеты, сбрызгивать готовую пиццу и для сдабривания греночек, которые можно подавать с каким-нибудь крем-супам и вообще к любым первым блюдам. В банку влейте 1 столовую ложку меда. Если у вас мед густой, его лучше немного подогреть. Добавьте к меду 3 столовые ложки бальзамического уксуса, который обладает неповторимым карамельным вкусом и насыщенным цветом. Влейте в банку 4 столовые ложки растительного масла. Я использую простое рафинированное. Добавьте 2 чайные ложки французской цельнозерновой горчицы. Приправьте соус солью и перцем, а также всыпьте 1 чайную ложку смеси итальянских трав или прованских трав. Закройте банку крышкой и тщательно потрясите ее, пока заправка не станет однородной. Эта заправка готовится на основе пасты из кунжута, тахини. Если у вас ее нет желания ее приобретать, вы можете просто взять кунжут и измельчить его в кофемолке. Эта заправка отлично подойдет для салатов с нейтральными вкусами, для салатов с бобовыми, также для маринования птицы и для подачи с уже готовыми гриль-блюдами. Овощи, грибы, мясо, рыба, птица – все, что вам захочется. В емкость для смешивания отправьте 60 граммов тахини. У меня, кстати, самоприготовленная паста, ведь сделать ее очень просто. Добавьте к пасте для начала пару столовых ложек теплой воды. Влейте 2 столовые ложки лимонного сока. Отправьте в емкость 1 зубчик чеснока, по половине чайной ложки паприки, лучше копченой, и тмина. Посолите и поперчите будущую заправку. Теперь нужно тщательно смешать все при помощи погружного блендера до полной однородности. На этом этапе можно ввести еще немного воды, добившись наиболее удобной консистенции. Заправка должна получиться по густоте примерно как сметана. Возрадуйтесь все любители сыра с синей плесенью. Эта заправка отлично подойдет для любых гриль и запеченных блюд, начиная от овощных, заканчивая мясными, рыбными. Круто с наггетсами, с крылышками, с шашлыками, к стейку, даже к отварному картофелю. Если вы любите сыр с синей плесенью, эту заправку можно использовать везде. К 50 граммам греческого йогурта или нежирной сметаны добавьте 50 граммов обычного йогурта или кефира. Влейте в заправку 1 столовую ложку меда, 2 столовые ложки лимонного сока или яблочного уксуса, у меня как раз уксус домашний, а также 2 столовые ложки растительного масла. Приправьте заправку солью и перцем. Раскрошите в соус сыр с синей плесенью. Если вы хотите чувствовать кусочки сыра в готовой заправке, не крошите сыр слишком мелко. Кусочки еще немного распадутся во время перемешивания заправки, растворяясь в ней. Перемешайте соус до однородности, и если у вас есть время, отправьте его на час-другой в холодильник, чтобы сыр обогатил своим ароматом всю заправку. Так она получится максимально насыщенной по вкусу. Эта заправка прекрасно подойдет к любым овощным салатам, в том числе и моно, например, к натертой моркови или просто нашинкованной капусте. Очень здорово добавлять ее в бургеры, в сэндвичи, особенно те, в которые входят нежирные сорта мяса, кура-грудь, индейка и нежирные сорта рыбы.
Авокадо аккуратно выскоблите в емкость для смешивания. Я предварительно надрезаю мякоть, чтобы было удобнее, но когда авокадо максимальной степени зрелости, чайной ложки для извлечения мякоти будет достаточно. Добавьте к авокадо 2-3 столовые ложки холодной воды, 3 столовые ложки лимонного сока, а также 3 столовые ложки растительного масла. Теперь пришла очередь специй, которые придадут соусу яркий вкус. Всыпьте пол чайной ложки сушеного чеснока и четверть чайной ложки молотого кориандра, а также приправьте заправку солью и перцем. Погружным блендером пробейте соус, добившись максимальной гладкости и однородности. Отрегулируйте густоту соуса при помощи добавления воды. Как и в предыдущем рецепте, густота заправки должна быть примерно как у сметаны. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Это также сохранит его для вас на будущее. Если вы первое видео не смотрели, обязательно его посмотрите и готовьте себе только вкусную еду. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».